Здравствуйте, дорогие друзья! И снова я, Ольга Анаева. Ко мне приехал Тима. И вот мы сегодня будем делать массаж спины. У Тимы, я в прошлый раз рассказывала, не знаю, на камеру говорила, нет, у Тимы есть проблемы с позвоночником, проблемы с осанкой. Вот. Но Тима не очень обращает на это внимание, потому что молодой, ничего не беспокоит, и вроде все нормально. Вы можете увидеть, как у него плоско вогнутая спина, шейный отдел, видите, как провалился вместе с грудным отделом. И S-образный позвоночник, его прям видно, да? Вот. И лопатка намного выше, чем правая. Левая, видите, насколько? Вот. Это все можно убрать. И вот эти ребрышки можно сделать так, чтобы они опустились ниже, а это приподнялось. Его нужно раскрутить. Это все возможно сделать. И если есть какие-то специалисты, которые хотят научиться, как это делать, узнать, как это делать, я могу обучить любого, у кого есть хоть какие-то элементарные знания анатомии. Вот. Поэтому, если есть специалисты, которые хотят, приезжайте в Москву, я всем все покажу, расскажу. Такую теорию, такую практику, как у меня, вы нигде не получите, потому что у нас такой школы нету в России. Я вообще не знаю, есть ли она в Европе или в Америке. Вот. Я работаю все время с больными и с проблемными спинами, и с больным позвоночником, поэтому у меня большой опыт, и я знаю, как это делать. Вот. Тима слышит, какие здесь звуки. Вот. Подхрустывает. Да, подхрустывает. Вот когда мышца забивается, она у него не каменная, она просто забитая, и она немножечко подхрустывает. Когда начинаешь ее разминать, вот она немножечко подхрустывает. Вот в это, то, что вы видите, нам необходимо сделать так, чтобы лопатка вернулась на место. Она под мышку уходит. Вот. И нужно здесь расслабить трапецию и сделать так, чтобы лопатку развернула сюда. Вот все это возможно сделать потихонечку. Сколько на такой массаж уходит сеансов, я не скажу, но не меньше 20, чтобы увидеть какой-то результат. Вот. Вообще, вот сколько лет нужно заниматься массажем, чтобы понимать вообще, вот, что нужно делать, куда что вести, чтобы вот... Я поняла твой вопрос. Тим, дело в том, что вот у меня реабилитологи, да, их 4 человека на сегодняшний день. Есть те, которые уже ушли от меня. Им повезло со мной, так как они со мной работают, и я им передаю эти знания бесплатно. Я собирала свои знания годами, потому что приходит такой момент, когда ты садишься и не знаешь, что делать. Потому что начинается, ты делаешь все, а проблема в крови. Ты делаешь все, а проблема в оттоке лимфы. Ты делаешь все, уже знаешь про кровь, про лимфу, про мышцы, все, а проблема в костях. Проблема в кровоснабжении. Проблема в том, что куда-то кровь поступает, а куда-то не поступает. И как бы ты ни работал, вот эту проблему нужно решать в комплексе. И с годами я стала понимать, что чтобы лечить просто осанку, спину, позвоночник, да, остеохондроз, нужно подходить комплексно. Это значит смотреть желудочно-кишечный тракт, смотреть дыхательную систему, какой иммунитет у человека, какое кровоснабжение у этого человека, холодные руки или теплые. Может быть, они мокрые, может, они просто сырые. Точно так же бывают стопы. Они бывают холодные, бывают сырые, бывают горячие, слишком горячие, бывают холодные, а бывают никакие. Вот ты трогаешь тело, а у него нету вот вообще теплоты, и вроде оно не холодное, оно никакое. И я вот сейчас хочу такой один
рассказать эпизод, вот опять связанный с кровоснабжением. Ко мне пришла девочка, ей 31 год. И она мне пришла и говорит, у меня, говорит, ноги немеют. Она сама врач, терапевт и дерматолог-венеролог. Понятно, да, какое у нее образование. Человек учился 11 лет, знает, в медицине очень много. Но она не поняла, что ее ноги зависят от позвоночника. Вот, она не сопоставила. Она пришла, не имеют, и все, и пришла. Я говорю, надо начинать со спины. Вот, она, конечно, была очень удивлена, и, как обычно, вот, думала, что я там ей что-то хочу навязать, какие-то лишние процедуры. И во время массажа я ей это все объясняла, что с ней происходит, почему это произошло, когда что случилось. Мы стали собирать анамнез на нее. Это то, что с ней происходило в течение жизни, да? Потому что она где-то падала, какими-то болезнями болела, где-то в больнице лежала или просто лечилась. Вот. И мы поняли, что девочку уронили, когда она была маленькая, с высоты взрослого, роста мужчины. Вот, и у нее пошли проблемы. И вот ей 31 год. Видишь, я могу тебя вот так, да, помять, а ее невозможно. Она каменная везде. Просто ходячая глыба. Ни кожа не двигалась, ни на руках, ни в шейном отделе, ни на спине. Вообще. Вот просто ты вот что-то стол массируешь, что-то ее спину массируешь. И кожа у нее была такая холодная и скользкая, вот как старческая. Да, вот говорят, старушка, и вот неприятно трогать, как лягушка, да, мокрая, сырая. И вот она такая была. И ноги были холодные, а стопы были мокрые. Прям вот как будто на носки сырые, да, это одела на себя. Вот. Начали работать. Я говорю, дай мне 16 сеансов. Подари 16 сеансов. И потом пойдем на ноги. Но так как я ей рассказывала, что с ней происходит, объясняла, да, все это разбирала, мы с ней проделали 28 сеансов. Вот это руки, спина, ягодицы, шейный отдел, голова. Я работала очень хорошо с ее головой. Грудная клетка, живот, весь верх. Ноги не трогай. 28 сеансов я разбивала ей мышцы, чтобы можно было вот так вот подщипнуть ее. И потом мы перешли на ноги, и у нее до щиколоток ноги были горячие. Естественно, они не немели. Это я ни разу не трогала ее ноги за вот эти 28 сеансов. Это как зависит, да, наш позвоночник, наша спина, и как от нее зависит, от мышц, зависят ноги. Закрыт кран, кровь уже не циркулирует, как должна циркулировать, ноги становятся холодные. И, естественно, они немеют. Вот. Мы с ней потом еще ножки проработали. Ноги стали теплые. И я что хочу сказать. Вот если женщина, да, такая, живет с мужчиной, я не думаю, что мужчине будет приятно, да, с такой женщиной. Почему? Когда ты трогаешь женщину, тебе должно быть приятно, да, а человек даже не понимает. И когда мне говорят, он меня не любит, он меня там разлюбил. Очень часто он не разлюбил этого человека. С этим человеком что-то произошло, что он ее трогая, не чувствует того тепла и того, я не знаю, как сказать, вот какого-то тепла, какой-то жизни, потому что этой жизни нет в этом теле. Понимаешь? И это может быть от любой вещи. Это может быть на нервной почве случиться. Это может быть удар, падение сильный, особенно когда страдает голова. Вот.
Так что вот такие вот происходят случаи. Мы мужчин любых любим. Мокрый он, горячий, холодный. Мы как-то, женщины, на этом не так зациклены, потому что у нас нехватка мужского, да, пола. А женщин очень много, поэтому у мужчин есть такая. То они выбирают. Если им что-то не нравится, они уходят. И очень часто уходят от тела, а не от этой женщины. Естественно, у такой женщины, у которой есть проблема, меняется все, даже характер. Поэтому мы, реабилитологи, должны знать мало анатомию, мы должны знать психологию, мы должны разбираться в психосоматике, мы должны знать все. Вот. Поэтому вот наша задача такая вот. А я вам не рассказала. Пока вас не было, у меня девочки поступили в мединститут. Вот. Они будут получать уже высшее медицинское образование. А ребята и я, мы поступили в Академию международную остеопатии. Так что вот такие вот новости. Пока вас не было. Вот так вот потихонечку. Видите, вот немножко прорабатывая, уже намного ниже эта сторона становится, вот, чем была. Вот, если туда под лопаточку засунуть пальчики, то можно тоже подразбить. И вот так, разбивая вот эту часть, да, межреберные мышцы, можно потихонечку вернуть лопаточку на место. Сейчас лопаточки места нет. Она не может ее вот, кусочек вот этот держит. Этот кусочек прям вцепился в нее. Поэтому потихоньку вот так вот разбивая там, вот, можно вернуть, уменьшить, опустить эту реберную часть и вернуть лопаточку сюда, вот, на свое прежнее место. Ну, это, конечно, большой опыт. Вот. Большой опыт. 30 с лишним лет. Работаю 30 с лишним лет. Понимаю, что знаний-то маловато. Знаний-то маловато. Хочется еще. Вот. Хочется оставить свои знания. Хочется много воспитать таких же реабилитологов, чтобы их было много в России. Мы как скульпторы. Причем здесь же не просто нужно прорабатывать, сила есть, ума не надо. Здесь такое не пройдет. Вот. Ты просто сидишь и ювелирно вытачиваешь каждую мышцу между ребер. И вот такого парня можно опустить. И получится как камбала такая. И очень неправильно. Поэтому, если вы что-то хотите делать, не так, что вы смотрите, что я делаю, и повторяете. Вам обязательно нужно проконсультироваться, как это делается. Потому что не только работая так, мы возвращаем лопатку. Нам еще эту часть прорабатывать надо. И очень часто я кладу человека на бочок и сбоку прорабатываю эту часть, чтобы он не был приплюснутый, а был немножечко такой сгруппированный. Вот. Потому что очень большая такая проблема, что многие массажисты, которые там на самом деле реабилитологи или в кавычках реабилитологи, они тоже неправильно работают и еще больше могут приплюснуть человека. Вот. И он уже такой. А нам надо его немножечко вот так подсобрать. Вот, вернуть лопаточки, вот, чтобы они были поближе друг к другу. Вот. Теперь вот сюда положи.
Причем она у него двигается. Ну, так себе. Ну, двигается. Сказать, что она прям совсем никакая. Вот она вот в эту сторону тяжело дается. Значит, прорабатывать надо эти мышцы, чтобы немножко больше открывалось. Но не всегда многие говорят, вот, подвижности нет. У него есть подвижность. Весь сустав, вот лопатка, плечо, весь сустав хорошо двигается. Ну, не прям хорошо, но все равно двигается. Вот. У него чуть другие проблемы. Вот. У него межреберные, и там под лопаточкой вот они забились. Вот, и поднимает из-за этого лопатку наверх. Вот. Завтра, конечно, Тим, будешь меня вспоминать хорошими словами. Но 1-2 дня. 1-2 дня, потом будет легче. Причем я сегодня не работаю ни локтями, потому что мы с тобой ни разу не делали спину. Поэтому я просто работаю пальцами. Я всегда сначала подготавливаю тело, вот, а потом уже прорабатываю очень глубоко. Вот. Ну, даже вот, лайтовый как бы массаж, он не прям совсем лайтовый. Ты чувствуешь, по-моему, нет? Или тебе нормально? Мне нормально, да. Ну, Тим у нас такой, ему все хорошо, ему все нормально. Он такой у нас. Не, ну боли не чувствую никакой. Ну, чувствую, что давление, конечно. Тебе хоть раз здесь проминали? Ну, наверное, да. Просто не помню. Просто не помнишь. Не, ну если просто на спину идешь, туда не лазит. Обычно. А сам что ощущаешь, когда я это место проминаю? Ничего особенного, просто вот как будто мнут. Сегодня мы Тиму не будем переворачивать. Ну, только я отсюда могу подлезть и все промять. А вообще нужно класть человека на бочок, вот, чтобы это место хорошо промять. И если работать правильно, то человек будет сгруппирован, красивый. Вот. Потому что, работая только так, мы можем его приплюснуть. Так вот. Вообще столько мыслей было, столько хотела вам рассказать. Вот. Сегодня у меня был парень, тоже из Москвы приехал. Вот у него 2 грыжи в поясничном отделе и в грудном отделе протрузия. Там страдает 12-й, 11-й, 12-й позвонок, там протрузия. И 5-й, 1-й грыжа. Вот. Сегодня работали. Я ему все рассказала, объяснила, что будем делать. Вот. Потому что многие не понимают, сделали МРТ и не знают, что с этим МРТ делать, куда идти. Вот. Можете смело приходить к нам. Мы вам все расскажем, объясним и будем прорабатывать. Вот. Ведь есть грыжи операбельные, есть грыжи неоперабельные. Операбельные грыжи – это когда она большая. Уже с ней мало что можно сделать. У человека могут отказывать ноги. Да? Вот. Неоперабельные – это маленькие грыжи.
И вот если работать правильно с этим человеком, с его позвоночником, то можно сделать так, что эти грыжи могут уменьшиться. Вот. У тебя больше не собралось вопросиков? У меня? Да. Да нет. Вот так. Все равно сразу прихожу сюда. Вот где бы я ни работала, я все равно сюда прихожу. Конечно, наш массаж, он отличается от обычного массажа, который Тиме делали. Вот. Но мы работаем кусочками. Вот, начинаем, и вот этот кусочек прорабатываем. Не уходим ни сюда, ни сюда, ни сюда. И мы всегда тело делим. Вот. Делим на кусочки и кусочками прорабатываем. Вот. Получается, что каждый сантиметр проработан. И еще самая большая ошибка, когда работают вдоль позвоночника, обязательно начинают толкать его внутрь. Чего делать абсолютно нельзя. Вот такого парню, как Тима, вот такой позвоночник толкать нельзя. Почему? Потому что и так проблема. Тима худой парень, худенький, и у него все амортизирует. Вот, поэтому смысла нет толкать, еще заталкивать глубже позвоночник. Наша задача, наоборот, его вытянуть наверх. Вот, все это можно сделать. Конечно, массажем вытянуть наверх, поднять невозможно. Можно только расслабить мышцы. А упражнениями, правильными упражнениями, можно приподнять и сделать красивый позвоночник. Вот. Ну, для этого нужно время. Вот. Все упирается во время. Здесь тоже прям вот под лопаточку заходит. Что? Нормально? Угу. Хорошо. Хорошо. Пойдем немножко здесь проработаем. Тема трапеция хорошая. Ее можно брать и мять. Единственное, что она у него тянет. Прям вот она отсюда тянет. Конечно, это нужно немного подрастянуть. Эта лопатка тоже уходит немножко сюда. Видите, вот эти места у него уже сдулись. Вот ребра, они как бы поднимаются в маленький такой горбик, образуя сутулость. Поэтому мы здесь вот будем подтачивать, чтобы потихонечку эту лопатку тоже чуть-чуть вернуть. Вот. Вот я бы с Тимой, я говорю, так бы работала, чтобы собрать лопатки, опустить, насколько возможно, вот, плечи вниз, собрать лопатки, чтобы у него реберная часть не уходила вот в эту сторону. Вот. Здесь бы размяла ему. И, конечно, вот упражнениями сделала бы так, чтобы позвоночник был более-менее ровный. Ну, насколько возможно. Вот. Причем разницы нету, какой человек. Вот. Забитый или просто мышцы в тонусе, да, пережаты, худой или толстый. Вот это вообще разницы нету. Из любого человека можно сделать пластичного человека, который будет двигаться, и у него будет позвоночник очень подвижный. Я немало вешу, все наверное, заметили, да, но у меня очень подвижный позвоночник.
И те проблемы, которые у меня есть с моим здоровьем связанные, тоже были падения в детстве и во взрослой жизни. Я в аварию попадала и упала недавно, это в 17 году было. И за счет этого нарушения у меня у самой, и поэтому и вес растет. Вот. Но я стараюсь, я работаю, я реабилитируюсь, я, насколько возможно, я себе помогаю. И моя команда надо мной работает. И если вы посмотрите на мой позвоночник, то я могу сделать вот так вот. У меня позвоночник вот так вот крутится. Многие девочки не могут вот так делать позвоночником, чтобы вот так ходил. И я могу это сделать. Когда позвоночник двигается, позвоночник живет своей жизнью. Значит, проблемы, связанные с мочеполовой системой, связанные с желудком, да, ЖКТ, они не будут влиять. Самое главное – подвижность. Но эту подвижность мне делали 2 года. 2 года со мной работали реабилитологи. Вот. Что многие спрашивают, как так? Ты делаешь так, чтобы другие похудели, а сама не можешь с собой справиться. Тут так не работает. Не все зависит от самого человека. И иногда нужно время. Я когда уже у меня были проблемы с весом, и когда в 17 году упала навзничь, я стукнулась головой, у меня ощущение было, что у меня голова улетела в одну сторону, мозг разлетелся в другую. Ну, я встала, пошла, у меня не было там головокружений. Потихонечку, аккуратно встала. Я уж понимала, что вставать надо аккуратно. Пошла, отработала. Потом вызвала свою массажистку, не реабилитолога. Тогда у меня не было реабилитологов. И она со мной работала. Но она не смогла сделать то, что делают со мной сейчас реабилитологи. Единственное, что я ей благодарна, то, что благодаря ей я работала. Я работала день и ночь, двигалась к своей цели. У меня был стимул, у меня силы были, она мне давала. Путем того, что она мне хороший массаж делала. А реабилитировать она меня не смогла. Тогда у меня полностью встал кишечник, он у меня просто спал. Вот, поэтому сказать, ты сядешь на диету и ты похудеешь, это так не работает. Но не всегда так работает. Вот, когда гормональный сбой, когда идут какие-то нарушения, когда с кишечником проблема такая серьезная, не таблетки, они не решают, как говорится, не чернослив, не, как там бурак называется, свекла, эту проблему не решают. Мне говорят, да вот если бы ты бурачок ела по 2 года, по 3 года. Но вы посмотрите на меня, всю жизнь учусь. Вы неужели думаете, что я не ела это, не пробовала? Я все делала. У меня была девочка, которая меня просто готовила. Но если у тебя проблема, если он у тебя вообще не работает, ты ничего не можешь делать. И таблетки, уколы, они не помогают. Ну, Дима мне восстанавливал. Он мне делал висцеральный массаж. И только через полгода у меня там что-то стало работать. Сейчас вот он работает с моей лимфой. Вот. Будем смотреть, что дальше будет. Это уже чисто касаемо моего здоровья. Вот. Поэтому, если что-то случается, вот, если где-то кто-то упал, в аварию попал, не сильно повредил тело, как говорят, да? Знаете, что вы внутри себе все повредили. Оно бесследно не пройдет. Рано или поздно оно даст о себе знать. Поэтому приходите. Что хочу сказать, добавить, что пластику человеку можно вернуть в любом возрасте. У нас была женщина, 75 лет, и она с 40 лет не могла встать на носочки. Стопа просто вот стремя, да, вот она так и ходит. И когда она обращалась к врачам, там, терапевту, хирургу, да,
ортопеду. Она говорит, у меня проблемы со стопой. Они, во-первых, болят ноги из-за этого. Во-вторых, я, говорит, не на носочки встать, ничего. И врачи ей сказали, ну что вы хотите, 40 лет вам. Когда она ко мне попала, 75. Ну, представляете, она 35 лет с этим ходила. И мы со своей командой, вот у меня команда девочек, мы работали сразу в 6 рук. Вот. Мы ее реабилитировали. И она встала. Мало что она встала на носочки. Она могла с шкафа достать. Говорит, раньше, если я задумывалась, как это сделать, подставить стульчик, то сейчас я встаю на носочки и тянусь до любого шкафчика на кухне. Вот. Так что вот так вот. Очень часто приходят тренера по танцам, вот, хореографы. И некоторые вещи им не удается сделать. Вот. С нами они могут сделать все. Опять, когда растяжки делаем, вот такому парню давить нельзя. Вот так давить нельзя. Вытягиваем только по верху. Он чувствует, что его тянут? Чувствует. Вдавливать позвоночник ни в коем случае нельзя. Вытягиваем. И вообще, когда работаем, все делаем, чтобы не вдавливать, а выдавливать, стачивать, как будто ты стоишь у станка с рубанком и точишь. Тупо просто точишь и стачиваешь это место. Вот. Опять-таки надо... Вот у меня просто руки, когда я кладу, я вижу, что я хочу сделать, и вижу, что там внутри творится. Вот я вижу. И, конечно, мне легче, когда человек не знает, не видит, а мы видим в 3D, то, конечно, сложно. Вот. Этому я могу научить. Я могу научить работать на звук, могу научить чувствовать боль лежачего, насколько можно глубоко проработать, чтобы человек не сказал, вообще не хочу такой массаж. Мне больно ужасно. Потому что в первую очередь мы работаем с нервной системой этого человека, поэтому все должно быть в пределах разумного. Больно, да, но терпимая боль. Вот некоторые приходят, говорят, я там был, мне так делали, что мне хотелось умереть. Вот этого, конечно, допускать даже в лечебном массаже ни в коем случае нельзя, потому что мы нарушаем работу нервной системы. И тогда, конечно, одно лечим, другое калечим. Вот, если нервная система нарушена, шейный отдел будет сильно спазмирован, потому что человек лежит и так... Что у него зажимает? Сразу мышцы шеи. Вот. Поэтому все должно быть в пределах разумного. Конечно, если я хочу шею проработать, я не всегда так стоя прорабатываю. Но я ее могу и так проработать. И когда он не с головой лежит, вот когда он прокидывает голову в дырочку, да, стола, по-разному могу. Мне вообще разницы нет, как он лежит. Он захотел вот так лежать. Я засунула руку и прорабатываю. Прорабатываю везде вот вижу, что я хочу проработать. Вот. Мне не обязательно туда заглядывать. Вот у меня пальцы, они уже видят, что они хотят сделать. Вот какую мышцу растянуть, какую промять. Вот, и насколько глубоко проработать шейное отдел. Вот. Теперь можешь туда головой? Тихонечку, да. Теперь с этой стороны. Самое главное в работе,
чтобы пациенту было удобно. Не чтобы вам было удобно, а в первую очередь пациенту должно быть удобно. Удобно, комфортно. И самое главное скажу. Всем говорю своим пациентам, у нас на реабилитационном массаже никто не спит. Никогда. Спать нельзя. Все должны быть в сознании. Но Тима у меня все время хочет поспать. Вот я так на него влияю, может, мой голос так влияет. Но вообще я своим пациентам не разрешаю спать. Вот. Поэтому мы стараемся заболтать боль, разговариваем с ним, рассказываем ему все, что мы с ним делаем. Вот. Тима вот достаточно мягкий, очень такой расслабленный. И, видимо, его научили расслабляться, или он уже сам так. Вот, он мне не мешает, лежит спокойно. И я проминаю каждый уголочек, каждую мышцу. Пальцами стараюсь увидеть все там. Все, что я хочу промять и проработать. У меня сегодня парень был, говорит, у меня эта мышца так тянет в шейном отделе. Вот. И он думал, что я буду ему просто мять шейный отдел, там в области лопаток болит. И вот кусочками я его промну. И он очень удивился, когда я его положила на спину. Вот. Ну, человек доверился. Там я ему рассказала, что мы будем с ним делать. Нормально все. Вот. Теперь эти ребята будут ходить к нам. Очень часто ездят из других городов, потому что обидно. Такая огромная страна, а реабилитологов нигде нету. Мне даже звонят. Спрашивают, может быть, вы с кем-то учились, может, вы кого-то знаете. Нет, не знаю. Вот. Те люди, с которыми когда-то я была знакома, это ощущение, что их нет в стране, потому что меня долгое время не было в стране. Вот. А новых не появилось. Поэтому сейчас надо новых реабилитологов воспитывать и отправлять на периферию. Вот. Конечно, если бы я была раскручена, и если бы я здесь работала лет 15-20, конечно, меня больше народу знало, и я бы могла сама ездить. Но так как сама себя не могу раскрутить, я уже не в том возрасте, чтобы сидеть в Инстаграме целыми днями. Ну, вроде моя команда что-то делает там. Я как боец. Будь готов, всегда готов. Пришли, сказали, будем снимать. Все, я готова сниматься. А дальше уже я не суюсь. Если честно, я не очень люблю сниматься. Вот честно. Ну, надо. 21 век. Люди требуют до, после, работу. Поэтому приходится. Ой, как хорошо промяла. Я залезла везде. И отсюда очень удобно, можно хорошо проработать подзатылочную мышцу. Вот. Очень удобно. Вот. Я могу не только сверху проработать, но и снизу. Пальчики везде залазят. А человек лежит, и ему так нормально. Потому что не все любят в эту дырку засовывать голову. Вот. Не все любят. И я не заставляю. Вот мне самое главное, чтобы вот ему было комфортно, хорошо. Все, остальное мои проблемы. Как я там буду лазить, что я буду там делать, это все мои проблемы. Вот. Конечно,
Знаешь, а Тиме хочется с головой поработать. Прям очень хочется. Да, я люблю голову. Да. Массаж. А мы в прошлый раз, по-моему, прорабатывали, да, голову тебе? Ну да, так. Мгм. Чуть-чуть. Сегодня прям хорошо проработаю. Прям вот чувствую, что тебе надо. Тяжелая немножко голова. Конечно, здесь можно остеопатическими, да, какими-то движениями проработать. Но мы сейчас не будем подключать остеопатию. Мы подключим легкий массаж, глубокий легкий массаж. И поработаем с самим черепом. Вот так. Потому что, ну, остеопатия это сидеть не очень, наверное, снимать будет интересно. Поэтому, вот, но мы работаем. Вот. Работаем, потому что без остеопатии здесь вот, не всегда можно решить какие-то проблемы. Точно так же, как без мануальных техник. Вот. Вообще, чем больше знаете, тем будете лучше работать. Вот. Я не скажу, что больше будете получать, я скажу, что вы будете просто одни из лучших. Вот. А лучшие всегда достигают того, чего хотят. Вот. Но многие немножко позанимаются, поучатся. Оп, что-то у них получилось, и все, и звезда. И звезда. Вот просто недавно был такой момент, вот прям хочется рассказать. Ребенок 5,5 лет. Хронический бронхит неоднократно был. Лечили в платной поликлинике. Врач ребенка знает. Несколько раз она ее вылечила, да, от этого жуткого кашля, когда не отходит мокрота, все, вот она ее пролечивала. Но в этот раз вот она уперлась, что это не бронхит, это аллергия. Даже врачи собирали консилиум, потому что, ну, ребенок кашляет, пролечился и кашляет еще целый месяц. Естественно, врачи стали бить тревогу. Они собрали консилиум, на который она не пришла. Врач, детский врач, позволил себе в платной поликлинике не прийти на консилиум. Это как? И я работала с этим ребенком вместе со своим реабилитологом Дмитрием, и я стала бить тревогу. Я говорю, мы сделаем, что эта мокрота будет выходить из нее, но она зеленого цвета. Даже при том, что я ее не видела, я знала, что она зеленая. И мама подтвердила. Раз зеленая мокрота, это значит, нужно подключать немедленно антибиотики. Никакая это не аллергия. У аллергического, у аллергиков никогда не бывает зеленой мокроты. Никогда не бывает зеленых соплей. Все это беленькое, прозрачное. Вот. Я стала бить колокола, я говорю маме, мы сделаем так, что она будет отхаркиваться, мы соберем эту мокроту, вы отнесете ее на бакпосев и будем смотреть, на какой антибиотик есть чувствительность. И потом вы отнесете это все своему врачу, вот, под нос засунете, и пусть она решает, какой антибиотик. Ну, я не могу же ей назначить, я же не детский врач. Ну, я прекрасно понимаю, что там происходило. Вот, мы так и сделали. Как только начала там на 3-й, на 4-й раз отходить мокрота, мы ее тут же собрали прямо на массажике. Вот. Можешь повернуть головку? Угу. Собрали, они отнесли. Я сфотографировала эту мокроту, переслала маме. Мама у врача была, и она говорит, врач аж забегала. Она поняла, что она была не права. Вот. Поэтому вот у массажистов тоже такое бывает. Вот ты лучший из лучших, тебя все любят, все знают, ты помогала или помогал. Если включаешь звезду, ты уже не можешь помочь пациенту.
Поэтому всегда нужно стоять на земле. Не нужно себе корону вешать и летать в облаках, что я там самый-самый непревзойденный. Массажистов это очень сильно. Да? Конечно, Очень. конечно. И я своих точно так же. Я всегда говорю, вы никто. Вы никто, и звать вас никак. Я никто, меня никто не знает. Подумаешь, 300, 500 человек меня знает. Кто я такая? Чтобы там звездиться, чтобы там говорить, я все знаю. Все знать невозможно. Поэтому не смейте включать звезду и одевать корону. Вот. Поэтому вот так вот. Такое должно быть отношение к работе. Вот. Тиме уже вообще хорошо. Да. Короче, Тима, как ты только будешь приезжать, мы тебе будем прорабатывать эту лопаточку. Может, в следующий раз сделаем еще массаж ног. Вот. И обязательно бонусом голова. Приезжай, мы будем очень рады. Москва любит, когда ты приезжаешь. Вот. Так что... Хорошо. Да. Тебе прям вот хочется, знаешь, вот сеансов 8 сделать массаж головы. Прям минимум 8. Вот прям проработать. Все твои проблемы вот. Что-то было, видимо. Вот, потому что очень тяжелая голова. Я родничок долго не зарастал в детстве. Видишь как? Может, поэтому. Да, это тоже. Это тоже. Это тоже. И после массажа уже по традиции у нас праздничный ужин прямо во дворе дома, в котором Ольга принимает. У нас плов приготовили. Мы, как всегда, со своим столом. Да, всегда теплый прием. Кир, поздоровайся, Привет, ну привет. что ты? Что Привет. ты? Поздоровайся, спрашивать будут. Где Кира наша? Вот она, Кира наша, хозяйка дома.